проверил в картотеке. Это точно она. И мне кажется, вы не понимаете, Сергей Федорович. Тишина! Тишина! Черный большой, давайте найдите. Черный большой. Жена закрыта в врага революции. Наши патриотические карты. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Напоминаю, упреждение мин не менее 7 метров. Вахта, смирно! Вольно! Ну что? Ваше благородие, туман. Сигнал с пограничника-охотника давно не видно. На всякий случай покажите еще раз наше опознавательное. Есть. Я у командира дивизиона. Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич. Чаю не желаете? Не откажусь. Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь. Софья Федоровна подарила еще до свадьбы. Понимаю. А мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память. Взгляните. Красиво. Да. Красиво. Да. Разрешите? Слушаю. Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. У него же калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Проморгали. Экипаж к бою! Есть? Огонь на палубе! Экипаж к бою! Всем по боевому расписанию! Экипаж к бою! Полный вперед! Есть! Полный вперед! Телеграф на полный! Давай держать! Почему сбавили ход? Машинная! Почему сбавили обороты? Машинная! Почему молчите? Мичман! Ваше высокородие, снаряд! В машинном отделении перебит трубопровод! Сколько времени на ремонт? Полчаса не меньше! 15
минут. Есть! Александр Васильевич, Да. через 15 минут нас в решету превратят. Да, мы прекрасная мишень. Почему прекратили? Мичман! В рубку вступайте. Гуров жив? К заряду. К заряду! Им теперь не до нас. Александр Васильевич! У немца повреждена ходовая рубка! Заменить первый, второй орудийные расчеты. Есть! Вахтенный. Третий орудийный расчет, орудие главного калибра! Да пошевелись! Орудийный расчет, бей, второй! Ваше благородие. Хорошо, что мины сбросили, а не то. Что? Виноват! Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец. Ваше высокородие, трубопровод починили. Ходовую рубку за час не починишь. Сейчас резервную пустят. Александр Васильевич, надо уходить, пока есть время. Мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Смирно! Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопрос. Разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа. Сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Идем на мины. С Богом. На молитву! Головные уборы! Долой! Господи, Боже сил! Боже спасения нашего! Призри в милости и щедротах на смиренные рабы своя, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Себо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил ветер их.
Но да увидят все языцы, яко ты Бог наш, и мы люди твои. Под державою твоею всегда храними, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мина по левому борту! Стоп! Приготовиться к реверсу. Мина по левому борту! Спокойно, господа. Господи помилуй. Немец вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Вошли, Мила. Слава тебе, Господи. Все, конец. Прощайте, братцы. Сейчас вас прикончит. Пресвятая Богородица, помилуй, Господи. Сергей Николаевич, отдайте приказ экипажу к бою. Есть. Отставить к бою. Мало вперед. Ложимся на прежний курс. Минную банку прошли, домой идем, господа. Несите шампанское капитану. Есть. Подгурский, возвращайтесь к нам. Свой фант вы уже отработали. Нет, я обещал достоять до конца. Подгурский, я уже заказал для вас шампанское. Нет, не надо. Давайте, я прошу. Господа, Был как потоплен и знала. боевым товарищем. А что сделать вот этому фанту? Новый мундир. Решайте, Владимир. Выпить рюмку коньяку за победу. Это он сделает с удовольствием. Это точно. Надо что-то посложнее. Пускай тогда кого-нибудь поцелует. Тогда поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. Да, только страстно и с чувством. А фан-то ваш, Александр Васильевич. Ситуация, Александр. Господа, это не смешно. Первым войдет вестовой матрос, которого я, между прочим, отправил вам за шампанским. Да, Где как вы? раз в духе военного времени. Контр-адмирал Колчак Извини, а что это уже можно? по-братски целует простого матроса. Пока он не вошел, я предлагаю продолжить. Да. Итак, что Суровое сделать испытание, этому фанту? Владимир, мы ждем. Внимание! А где Александр Васильевич? Вот в этом мне и нужно. Александр Васильевич, меня срочно вызывает в штаб, боюсь не обернуться. Вы не проводите мою жену? Так, знаете, по-соседски, но если не успею. Это Анна Васильевна, моя жена. Я прошу, да что же? В чем дело, господа? Дело в том, что Александру Васильевичу только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. То есть вашу жену? Жаль, не мой. Да-да, ступай на свое дежурство, ступай. Александр Васильевич, просим. Прошу вас. Александр Не надо. контр-адмирал. Фанта, Александр Васильевич, просим, просим. Что правила игры? Ну, ладнушка, ну, Сергей Николаевич от фантов не отказывается. Александр Васильевич, Адмирал, Александр Слышу я Васильевич, вас. просим, Ну, просим, вы просим. замужняя дама. Извольте подчиняться. Подчиняться кому? Александр Фант это Васильевич. серьезнее карточного Что ж долга. Что про карты-то? Давайте. Анна. Дамы и господа, внимание. Красавица.
Ой. Не заходите далеко. Славушка, беги поиграй. Хорошо, папа. Беги, беги. Володя, Володя, смотри, какой корабль. Володя. Я начинаю верить в судьбу Анны Васильевны. Я сегодня, когда подходил к Хельсинфорсу, почему-то подумал, что обязательно вас встречу. Правда? Правда. Сонечка, ты помнишь наш внезапный отъезд из Москвы? Твой отец имел несчастье влюбиться. Почему это ты? Слишком уж хороша твоя соседка. Саша, у меня влюбчиво, но это всегда ненадолго. Каждый раз переживать. Да, я хотела спросить. Завтра будет бал у Подгорских. Вы придете? Ну, вы, вижу, тоже не гусаров. Внимание, дамы и господа. Простите. Снимаю. Простите, а зачем же непременно узелки распутывать? А как раньше цари невест выбирали? Понятия не имею. А вот так. Невесты узелки распутывают, а царь в щелку смотрит. Если какая дергает, сердится, то все. Пошла вон, ленивая. Потому что царской жене путь терпения и выдержки требуется. Я помню все. Так и меня бабушка Спасибо, голубушка. готовила в невесты. Да, любопытно, любопытно. Но, простите, почему же бабушка называла вас шелковской казачкой? Так я и есть шелковская. Наши казаки на турчанках женились. У меня в роду тоже турки имеются. Да. Ну что ж, тогда за турок. С удовольствием. Теперь папа адмирал, да? Контр-адмирал. Лучше бы он оставался капитаном. Капитан мне больше нравится. А контр-адмирал и не выговоришь. Лучше бы всего тебе было спать. Засыпай, мой хороший. Больше с папой купаться не пойдешь. И что оказалось? И оказалось, что они, турчанки, с их гаремным воспитанием, просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст, путник. Клевета! Ничего Клевета и наговоры. Я бы, во всяком случае, никогда вам не отказала. А ведь, Анна Васильевна, вы бы выбились из сил. Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас
Единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Что ж, дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же, идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Спокойной ночи. Я уж думала, что-то случилось. Саш. Да. У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился? Если для тебя это серьезно, скажи, но ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со Славушкой и мамой уедем в Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо, я обещаю. Ты моя жена, я твой муж, и так будет всегда. No, mилая, no! No niin, nosta sinne ylös. Ei sinne, tonne noin. Как Славушка? Температуры почти нет. Угу. Тебя ждать к обеду? Нет, я в собрании пообедаю. Александр Васильевич, снова звоним. Блестящая карьера. Нет, я очень хорошо понимаю, что нельзя заставить кого-то любить или ненавидеть против воли. Но мы совершили обряд венчания. И что? Ты поклялась перед Богом любить меня, хранить верность. Хранить верность — это как? Не ложиться в постель с другим? Ты отлично понимаешь. Если что... ты об этом, я тебе не изменяю. Господи, какой ты еще ребенок. Не понимаю. Что вы крутитесь под ногами? Простите, пожалуйста. Ты...
Николай Александрович, сообщите в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Ну что, господа, вечером перед компанией... Александр Васильевич, мой рапорт командованию. Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контр-адмирал. Да. Радиограмма с берега. От князя Меликова всем, кто в море. Стоп машины. Стоп машины. Машины остановлены. Бросьте якорь. Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма! Прибыл со славы! Колчак! Ступайте. Слушай! Кабель подключен! Связь установлена! Принято! Александр Васильевич, есть связь с берегом. Правый борт орудия к бою. Есть правый борт орудия к бою. Орудие к бою! Приготовились! Веселее, веселее, не вешкать! У аппарата командир крейсера «Слава», контр-адмирал Колчак. Положение критическое! Немцы теснят нас на правом фланге! Я буду координировать сам вашу стрельбу! Квадрат 13! Координаты. 3500, 2200. 3500, 2200. Заряду! Живее! Прицел 18, целик 43. Пли! Пли! Левее 20! Выше 3! Выше 3! Пли! Немцы разворачивают орудия, слышите? Немцы разворачивают орудия! Алло! 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 Не слышу вас! Господин контр-адмирал, немецкая батарея открыла по нам огонь. И что? Мы теперь в мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. Есть. Ранены? Давайте помогу. Мне времени не мест сейчас, Сергей Николаевич, но как боевой офицер вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми служили... Оставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло! Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее 10, выше 5. Левее 10, выше 5!
Это письмо азбукой Морзе. Я старалась, дома из учебника. Спасибо вам. Но сегодня мы видимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. Что случилось? Мы что-то не так сделали? Анна Васильевна. Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему, Александр Васильевич? Потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич. Дайте мне письмо. Аннушка, родная, ты вся промокла. Смотри, не заболей. Ну, ладно, моя милая, поспи. Я очень устала. Ну да. Аннушка, я... Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Иова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал. Päivää, kuinka voin auttaa? Kiitos, minä annan ne hänelle. Я должен знать, что вы есть. Извозчик! На вокзал, быстро! Быстрее, пожалуйста! Бегу, бегу. Пардон, мадам. Два чемодана на вторую платформу. И поживее, голубчик. Добрый день. Господа, надо было, Александр Васильевич, крем от загара купить. Там ведь практически курорт. Да, в Севастополе солнце не то, что на Балтике. А вы, Софья Федоровна, когда в Севастополь собираетесь? Господа, прошу чай.
твой флот. Вечером шла у Михайловского замка, слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет. Все уже есть. Исчезло. Мое и ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу, я жду. Далее. Это награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно круглый, светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Пусть будущее мы видим гадательно, как сказал апостол, сквозь тусклое стекло. Но пребывает с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше высокопревосходительство, получена срочная радиограмма. 2 марта император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Монархия пала. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю. К нашему несчастью, Анна Васильевна, революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. Куда вы нас ведете? На Кудыкину гору. Спокойно. Шагай, парень, шагай. Господа, да что же вы? Что ж мы Руками! надо делать, что матросских депутатов! Не смей! Это измена Родине! Кронштадтцы! Господи. Слушай мою команду! Опомнитесь! Винтовки! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с адмиралом! Побудьтесь Богом! Остановитесь! Шел! Господа! Спасайтесь! Это приказ! Вы слышите меня, когда... Аннушка, хорошо, что ты дома. Собирайся.
Что случилось, Сережа? Адмирала Непенина убили. Как убили? Погиб? Я сказал, убили. Вице-адмирала забили прикладом. Пожалуй, штыками. Звери. Сережа, я не понимаю, объясни, кто убил? Господи, да что же творится такое? Господи, что творится? Сереженька, успокойся. Объясни. Подгузку тоже убили. Николай? Умер у меня на руках. Ведь вы не имеете права. В чем дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие. В целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин адмирал. Молчи. Мы уезжаем с тобой в Петроград. Как это Петроград? Зачем мы уезжаем, Сережа? Я договорился в отпуске. Да подожди. Что ты стоишь? Собирайся. Господин адмирал, я требую немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин адмирал. Пошли вон. Что это? Пошли. Ну-ну. Ладно, мужики, на палубе разберемся. Вахтенному офицеру объявить общее построение на палубе. Подожди, Сережа. Ну как же... Как же я поеду? Мне на этот адрес все письма приходят. Я же жду письма. Ты можешь хотя бы чемодан помочь мне закрыть? Конечно. Что же это такое? Аня. Анечка, милая, пожалуйста. Тебя прошу. Аня. Паром уходит через полчаса. Если мы сейчас не успеем, Аня, нам конец. Построить команду. Команде! Строится! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, штаны наложили, что ли? Команда строится! Смирно! Господа офицеры, поднять оружие! Виноват. Вольно. Во избежание кровопролития я приказываю офицерам сдать оружие. Господин адмирал, ваше оружие. Господин. Третий день. Играйте. Что, на митинг? Сам Керенский будет. Эй, барышня! Давай с нами! Тебя сегодня не было дома, я принял почту. Тебе письма. Мне? Одно из Спасибо. Севастополя. Странно, что почта еще приходит.
Что-то я устал. Через 3 дня буду в Петрограде. Единственное, о чем мечтаю, увидеть вас, услышать ваш голос. Керенский вызывает. Я не могу не ехать. Но в Питере, говорят, небезопасно. Моряки бунтуют, рабочие. Адмирала Непенина закололи штыками. Можно хотя бы тебя на вокзал провожу? Соня, Ростислав тебя ждет, иди к нему. Ты вернешься? ну конечно. Что за глупая мысль? Говорят, Керенский хочет предложить тебе пост военного министра. Посмотрим. Принял бы вовремя, а то он опаздывает. Сегодня. У Михайловского замка. Сегодня. Видимо, мы с вами по-разному понимаем войну. Вы своим попустительством анархии развалили армию. Уничтожили Вы не российский флот. забываетесь, господин адмирал? Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России. Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. За контрреволюционное настроение вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Высылаете меня из России? Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Моя семья осталась в Севастополе. Да-да, я позабочусь о ней. Попрошу союзников эвакуировать ее к вам, за границу. Благодарю. Милая, обожаемая моя Анна Васильевна, вы мое счастье. Как же мне быть без вас? Что? Да ладно, ты чего? Кончился их власть. Глянь, я вас согласен. Я уезжаю из России. Почему? Зачем? Мы ведь... Какие у вас усталые глаза. Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Простите меня. Прощайте. Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть.
чё, готово. Помолиться-то хоть дайте. Молись, если хочешь. Слышь, веревку неси. Идемте, пока он матросов отвлек. Идемте скорее, здесь его ждать нельзя. Стоять, кому говорю! Госпожа Колчак, откройте! Госпожа Колчак, проверка документов! Давай! Окна, окна, вышибай! Пора, Софья Федоровна. Английский пароход через час отходит. Нет, давайте я. Мне кажется, мне лучше было. Ну что ж, Встаньте на место. Итак, али! Оп! 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 Вы такой меткий! Ну что ж, выпьем за наши желания. Даже несбыточный. Но разве от этого они становятся менее желанными? Да тебя забыл спросить! Ну, наехали! Говори, сказал! Руки-то руки! Убери свои! Простите, мадам. Михаил Иванович? Анна Васильевна? Боже мой. Вот так встреча. Год вас не видел. Какими судьбами? Сергей Николаевич командирован на Дальний Восток, едет разоружать Тихоокеанский флот. Сергей Николаевич? Значит, теперь во власти? Красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Ну там ведь тоже советская власть. Там нет советской власти. Там Колчак. Разве Александр Васильевич не за границей? Керенский действительно высылал его за границу. Но после большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне нужно идти. До свидания. Разрешите? Ну, проходи, Миша.
Сережа. Угу, да. Да, они что? Колчак в Омске. И собирает армию. Ну, если это упрек, то ты знаешь, что я согласился сотрудничать с властями, потому что они позволили уехать подальше. По братоубийству бесследово. В Японии, в Китае. Это все ради тебя, Анечка. Я ни в чем тебя не упрекаю. Надо полагать. Но я люблю Александра Васильевича. Сейчас я должна быть рядом с ним. Ага. Я понимаю, что это жестокие слова. Но я никогда не переставала его любить. Так, ну, постой. Сережа. Аня. Дай, я помогу. Спасибо. Ну что ты? Вот оно, время войны, революции. Теперь уже все можно. Время здесь ни при чем. Угу. Засыпал мужем. Проснулся уже, оказывается, не муж. Сережа. Я понимаю, что тебе тяжело. Ага. Но ты должен набраться сил. Ты забудешь меня скоро. Ну, это уж позволь мне самому решать. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему по долгу Верховного Правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью, но памятуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняю себя крестным знамением и целую слова и крест Спасителя своего. Аминь. Здравствуйте, барышня. Барышня, вы кого-то ищете? Лейте, голубушка, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела чем-нибудь помочь вам. Угу. Милый, дорогой Александр Васильевич, я поняла, что просто больше не могу ждать. Помните, как я мечтала оказаться на палубе вашего корабля? Хоть бы одним глазком видеть вас. Незаметно, не мешая. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас.
радоваться вашим победам, когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И сознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами не писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами, за возрождающуюся Россию. Успех и продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель — Уфа. Слушаюсь. Удачи вам, генерал Капель. И с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жанен. Свершилось столько перемен. Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите, Бонжур, мсье генерал Жанен. я даже боюсь думать об этом. А больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Барышня. Donc, Monsieur Jeannin, la France et l'Angleterre vous ont accordé le poste de commandant en chef suprême. Vous êtes toujours le chef de la Russie. Так, сюда кладите. Горячую воду, быстро! Давай, терпим, хорошо. Et un étranger ne peut tout de même pas diriger l'armée russe. Следующий, давайте быстрее. Так, вот сюда. Si je vous comprends bien, vous me proposez de commander le corps des Tchèques prisonniers pour surveiller une voie ferrée. C'est un objet stratégique impactant. Dès à présent, vous allez à notre allié, commandant des troupes tchécoslovaques. Merci, amiral, merci. Félicitations, général Jeannin. Недостаточно знать, что вы есть на свете, что ничего дурного с вами не случится. Иногда видеть вас издали. Знали бы вы, как я борюсь с искушением. Подойти к вам, заговорить. Я люблю вас еще сильнее, чем прежде. Вот уже который день я пишу вам это письмо, которое никогда не отправлю. Ваше высокопревосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль. Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Хорошо, не корова, господа. Благодарю. Вот этого я не ожидал. Хорошо. Благодарю. Примите, оформите как подарок. Офицеры и солдаты русской армии, дамы и господа, взяты Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем занял Уфу. Да, всего 100 верст отделяет нас от армии Деникина, Красные прорвали фронт на 3 соединившись с участков. которым мы Первая и вторая армия разбиты. двинемся на Москву. И как сказал апостол Павел, пусть сейчас мы видим будущее как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но пребывают с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да поможет нам Бог. Вы идете на поправку. Бог милостив. Слухи ходят, эвакуация будет. Куда мы их погрузим?
Вы бы, Анна Васильевна, поговорили с ним там сверху, ну, о вагонах. Разве красные так близко о том? Что, пушки не слышали? Слышим. А вагонов все-таки раненым не хватит. Колчаку-то ведь некогда думать о них, а вы бы ему напомнили про нас. Вера, это невозможно. И потом, не так уж близко мы были знакомы. Не знаю, но не с ним. Ну потом, кто меня слушать-то будет? Мне и одеться-то не во что, а вы все-таки дама. Вас и выслушает, и ручку еще поцелует. Я не знаю. Я не знаю, как вести себя в роли просительницы. Голубчик, ну что вам стало? Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли. От своих же. Пойдемте, пойдемте. Это очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Красные перешли Тобол. Да, алло. Это приемная ставка верховного правителя. Потеря Омска – это потеря всего. Защита Омска равнозначна потере армии. Когда позвонить? Я согласен, мы не можем рисковать армию. Господа, ваше высокопревосходительство, решение может быть только одно. Омск удерживать последним напряжением сил. Да, правильно. Конечно. Да, клянусь. Господи наш, я с вами. Здравствуйте. Да что вы нас пугаете? Сдать Омск, вот катастрофа. Прошу прощения, господа. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Неважная новость, господа. Измена. Второй украинский полк перешел на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Еще неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин верховный правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. Куда пришли мужчины? В эшелоне Б будет находиться кабинет премьер-министра, то есть ваш господин Пепеляев. Хорошо. Виктор Николаевич, трудитесь узнать, как идет погрузка раненых. Да, конечно. Здесь будет располагаться канцелярия. И последний купе предназначено для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич, можно вас? Что? По-моему, я только что видел здесь Анну Васильевну. Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты полностью, даже этих легких некуда класть. Рыбачком не богатый. Открывайте вагон. Не имею полномочий, мадам. Освободите второй вагон. Так там же купцы и промышленники. Они заплатили? Вы приказ слышали? Исполняйте. Ранен, грузите. Есть. Неужели вы не знаете? Они в госпитале должны лежать и выходить, чтобы они вас не вылежали. Мне все равно. Делайте, что хотите. Я не позовет. Немедленно что-то предпринимайте. Я не могу. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку. Расставшись с вами, более я этого повторять не хочу. Вы поедете со мной вместе, в одном вагоне. Я не знаю, согласитесь ли вы отныне быть всегда рядом, утром, вечером, потому что иначе я не могу без вас. Милая моя, обожаемая Анна Васильевна.
А где же ваше кольцо, Анна Васильевна? Я давно его сняла. А вы не заметили. Анна Васильевна, я должен вам сказать. Сегодня я написал письмо Софье Федоровне. Прошу развода. Я не знаю, сколько времени отпустил меня Господь Бог, но я хочу оставаться перед ней до конца честным. Скажите мне, вы станете моей женой? Александр Васильевич, мы наконец вместе. Разве этого мало? Анна Васильевна, я задал вам конкретный вопрос. Почему вы молчите? Мы с вами так и не выпили за Рождество. Что за... Мам, смотри, чехи! Уходите! Уходите! Ой, Господи! С Рождеством. Здравствуйте, Василий. Почему опять встали? Чехи задержали наш эшелон. Эти сволочи решили сначала свои 20 тысяч вагонов с награбленным барахлом прогнать. А потом, может быть, очередь дойдет до нас. Черт знает, что себе позволяет. Да уж. Конвой в ружье. В сторону. Границы. Майор! Остановка поезда Верховного — это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Приказ генерала Жанана. Генерал Жанен подчиняется приказам адмирала Колчака, верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Иркутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите. За нами движется армия Капеля, и мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите? Слушаю. Александр Васильевич, телеграмма со станции Коломзино. От Капеля. Разрешите идти? Свободы. Миновал Коломзино. Идет напрямик. Срочно соедините с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска, в городе восстания. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Коня. Почему прекратили стрельбу? Снаряды! Снаряды кончились! Благородие, патроны кончились! Ложкину беги! Ложкину тоже нет! Еще не! Молодец! Здесь генерал-лейтенант Войцеховский с передовым отрядом! Ваш превосходительство. Нас стеснят по левому флангу. Боеприпасов нет. Ступайте. Слушаюсь. Что со связью? За штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте. Штаб! Штаб! Ответьте, штаб! Штаб уже здесь.
Владимир Оскарович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Да будем в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Господа офицеры! Солдаты! Братцы! Патронов нам ждать неоткуда! Да и черт с ними! С нами Бог! А с Богом и с молитвой мы всегда врага били и будем бить! На все воля Божья! Раз суждено умереть, так умрем с честью! Или грудь в крестах, или голова в кустах! За веру! За Отечество! Штыковую! Вперед! Примкнуть штыки! Примкнуть штыки! Владимир Оскарович, вам нельзя! Вы командующий за вами армия! Где музыканты? Музыку живо! Музыку я сказал! Музыканты! Вперед! Вперед! С Колчаками будем ложиться. Вместе. Все один народ православный. Господь их краской не мазал. Всегда, ныне, пресно, и во веки веков.
Bonjour, mon excellence. Général Jeannin n'a pas. Mon général. Écrivez. Je vous salue. Si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas écraser l'insurrection à Irkoutsk, général Jeannin. La situation est complexe. Vous devez assurer l'avance de mes échelons à Irkoutsk. Les Tchèques ont annoncé qu'ils remettent toutes les obligations des Alliés, qu'ils déclarent neutres et qu'ils rentrent à la maison. Ils sont fatigués et irrités. Amiral, le chemin du retour est déjà bloqué par les Rouges de l'armée. Ma garnison est bloquée de la ville, je dois être là-bas. Et les Rouges ne vont pas se risquer à vous toucher. Si vous allez à Irkoutsk dans le convoi de l'armée neutre tchèque, sous la bannière des Alliés. Aujourd'hui, les sourds de la guerre dépendent de la rapidité de mon arrivée à Irkoutsk. Vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. Je vous donne ma parole d'officier. Je vous garantis votre sécurité. Приказ. До Иркутска со мной следуют только офицеры конвоя. Личный состав остается с эшелонами в Нижневодинске. Господин Удинцов, Раймен. Да. Господа офицеры, прошу в вагон. Что, господа? Ехать, ехать. А куда едем? Благодарю. Господин адмирал, на станциях из вагонов прошу не выходить. Возле окон не стоять. Никому никаких сведений о себе не передавать. Это похоже на арест. Нет, господин адмирал. На станциях бунтуют рабочие. Требуют видеть вас. Вот так бы ехать и ехать. Да? Знаете, Анна Васильевна, никогда не любил поезда. Действительно уже красные на станциях. Идем как по минному полю. Как тогда под Пилау? Мне Сергей Николаевич рассказывал. Прошу. Благодарю. Эх, двинуть бы сейчас к Капелю. Ходят слухи, что чехи разоружили наш гарнизон в Иркутске. И на что только адмирал надеется. У Капеля за спиной 2000 километров. 40-градусный мороз. Вы знаете, он удивительно светлый человек. В Иркутске я обязательно его вам представлю. Я с удовольствием с ним познакомлюсь, Александр Васильевич. Ваше Превосходительство, мы отклонились от курса на 20 километров. Будем форсировать реку. Прибавить шагу. Шире шаг! Не растягивайся! Шире шаг! Растягивайся! Владимир Оскарович! Назад! Владимир Оскарович! Назад! Что стоите? Помощь команде! Живо! Гоняйте лед выше по течению! Живо! Назад! Ваше Превосходительство, руку! Переправляться надо. Все равно надо. Сухие сапоги сюда! Да скорее! Несу. Не надо! Отставить, поручик! Не хватало, чтобы вы заболели. Нет. Пешком пойду, согреюсь. Надо спешить, господа. Спешить. Оденьте сапоги! Это приказ. Исполняйте.
только что получил сообщение. Наш гарнизон в Иркутске пал. Капель движется к городу, и я должен там его встретить. А вы, Анна Васильевна... А я буду с вами, где бы вы ни были. Не спорьте со мной. Милая моя Анна, в какую же скверную историю вы попали? И за что к вам такая немилость? Я была с вами. И это лучшие дни в моей жизни. Но я жалею об одном. О чем же? Нам с вами так и не удалось потанцевать. Обещаю, что на первом же балу мы будем танцевать с вами до упаду. Да. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, офицеры по вашему приказу прибыли. Я давно не танцевал. Я недолго. Стойте! Куда вы? Стойте! Да подождите вы! Куда вы, господа? Господа! Что с вами случилось? Вы испугались, да? Зачем вы его бросаете? Вы что, не понимаете, что это предательство? Анна Васильевна. Господин адмирал сам распустил конвой. Хочешь, я останусь? Нет, не хочу. И что ты мне прикажешь делать? Жить, Миша. Жить оно всегда лучше. Иди, иди. Найди Соню, Ростислава, обними их, скажи... Скажи что-нибудь. Прощай. Так что положение ваше хуже некуда, господин Жанен. La situation est bien pire qu'on aurait pu l'imaginer. Железнодорожники бастуют. Решили тут пути разобрать. Les cheminots font aussi la grève. Еле отговорил. Ils ont même commencé à démonter la voie. И еще. Рабочий комитет принял И encore решение une nouvelle взорвать Кругбайкальские Les тоннели. ouvriers ont décidé de faire sauter le tunnel du Baïkal. Monsieur... Товарищ. Excusez-moi, camarade. Camarade товарищ, je vous remercie de votre amabilité. Я благодарен вам за проявленную А любезность. куда вы денетесь, господин Жанен? Без железной дороги. С вашими чехами. Et que pouvez-vous faire sans chemin de fer? Je vous ai compris. Я вас понял. Que voulez-vous de moi? Что вы хотите? Мы требуем передать Колчака полицентру. Veuillez préparer l'ordre d'extradition de Kolchak au polycentre.
T'as pas le commandant allié, je me suis engagé à le protéger. Ну, я должен охранять его. Ну что ж, раз обязаны, значит охреняйте. Vous vous êtes engagé, alors il faut le faire. Только что мне сказать рабочим, которые требуют выдачи Колчака? Et que dois-je dire aux ouvriers qui demandent Kolchak? Не дошло бы до самосуда. J'ai peur qu'on arrive à une justice Тогда sommaire. за вашу безопасность не отвечаю. Et de votre sécurité, je ne réponds plus. Camarades! Да скорее же ты! Давай! Может, обойдете, а? Не обойдется. У вас обморожение нижней конечности. Началась поднимающаяся гангрена. К сожалению, не обойдется. Приступайте, господа. Ваше происходительство. Оставьте нас. Виноват. Господи, помоги сыну твоему вытерпеть нечеловеческие муки. Дверь закройте. Ну, с Богом. Твой со мной, остальных ждать! Здесь? Прошу. Господин Колчак, В чем дело? собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. Каким властям? Иркутскому политсовету. Господин Колчак, соберите вещи. Госпожа Тимирева? Извините. Ничего.
Господин адмирал. Господин адмирал. Что? На минуту, пожалуйста. Прошу прощения. У вас оружие есть? Да. Прошу. Спасибо. Александр Васильевич, что же Назад. это? Не трогайте меня руками. Господин Пепеляев, не надо нервничать. Суд разберется. Жанан же обещал, что... Господин Колчак, минуту. Подождите. Я требую! В чем дело? Анна Васильевна, зачем вы здесь? Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги! Назад. Госпожа Тимирева. Анна Ордера на ваш арест нет. На каком основании? На том основании, что я жена адмирала. Я прошу вас, не делайте этого. Позвольте мне хоть раз ослушаться вас, Александр Васильевич. Ваше право. Владимир Оскарович, я еще раз настаиваю, чтобы Я вы... вам еще раз говорю, армии не брошу. Бог милостив. Господин адмирал, пройдите в камеру. Господин премьер-министр, прошу. Плохо. Войцеховский. Войцеховский. Позвольте. Берем Иркутск. Выбиваем красных. Освобождаем адмирала. Принимайте командование. И передайте войскам, что я был им предан. Я любил Родину, любил их. И свою смерть среди них доказал это. Исполняйте, друг мой. Слушай. Как же я попался. Ваше Превосходительство, впереди Иркутск. Прибавить шаг! Прибавить шаг! Прибавить шаг! Прибавить шаг! Слышали? Говорят, кабель на подходе. Да-да, слыхал. Посмотрите, адмирал. Однако, как посидел-то.
Стойте, барышня! Не велено вас больше к нему подпускать. Ну, только мигом, Анна Васильевна. Вы уж не подведите. Здравствуйте, Анна Васильевна. Васька капели под Иркутском. Скоро нас освободят. Любимый мой, родной. Мы выйдем отсюда. Они выдвинули ультиматум. Откуда знаете? Соседняя камера настучала. Что требуют? Освободить вас. Теперь эти будут спешить. Нет, нет. Капеля решительно успеет, иначе и быть не может. Анна Васильевна! Ну, пора. Идите. Идите. Ну, не велено, но я так уже... Иркутск. Господин Колчак. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. У вас есть какие-нибудь просьбы, заявления? Разрешите проститься с женой. Тимиревой Анной Васильевной. Это невозможно. Что-нибудь еще? Здесь? Да, здесь. Спасибо. Вам глаза завязать? Нет. А вам? Спасибо, не надо, я так. Желаете что-нибудь сказать? Прошу передать моей жене в Париж, что я благословляю своего сына. Сколько ж у вас жен-то? Ладно, передам. Что, уже? Давай. Прощайте, адмирал. Прощайте. Цельсь! Пли!
Вы втроем. Вещи аккуратно, на эту телегу. Ага. Давай, давай, шевелись. Замерзли. Вы трое, следующую тащите. Чего за прорубь такая? Чудная какая-то. Это Дардань. Ищи скрещение. Извините. Вот этих оставьте. Да, давно готово. А этих не надо. Я только что привел в картотеке. Это точно она. 30 лет лагерей. Жена заклятого врага революции. Нашей патриотической картине. Вы просили. Здравствуйте. Это не она. Нет, нет. Черные, большие. Больше. И потом неизвестно, реабилитирована ли она. Мухой. Вам это нужно? Извините, Анна Васильевна. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Где? Приготовились к репетиции. Приготовились к репетиции. Товарищи, перерыв окончен. Всех участников съемок прошу пройти в павильон. По местам. Сергей Федорович, там карету привезли. Посмотрите? Да. Хорошо. Ну что? Эту массовскую не брать. Ясно. На репетицию, товарищи, побыстрее. Прошу вас. Заходим в павильон участники съемок. Быстрее, быстрее, быстрее. Стали по местам. Исходные, внимание, лишняя эскадра. Фонограмма! Вальс! Официант, пошел! Активней, активней, веселей, товарищи! Вы мешаете. Отойдите, пожалуйста, в сторону. Вас сегодня снимать не будут. Вы свободны. Прекрасный бал.
ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути, схожены вдали.